прошлой серии «Бедной Насти». Я ее такой любовью окружу. Вы представить себе не можете? Правильно. Не собираюсь ничего доказывать, и так ясно, кто и что украл. Да ты уволен. Я еще сообщу исправнику. Боюсь, вам придется пожалеть. Но вы заслуживаете славы. Удел мужчин карьера и слава. А у любой женщины на первом месте стоит долг и любовь. Оля, я передала твою записку Александру. Милая моя, спасибо тебе. Ты даже не представляешь, что ты для меня сделала. У меня срочное дело. Мама, сударыня. Если ты не можешь всю жизнь избегать замужества из-за неудачи с Владимиром. Владимир тут ни при чем. Ты недостоин фамилии Корфов и наследства недостоин. Как только разберусь со всем безобразием, устроенным Долгорукой, я все завещаю Анне. Вот мое решение. Сей поцелуй, дарованный тобой. Я знала, что найду тебя именно здесь. Ты случайно не видела? Карета Анна уже уехала? Нет, не видела. Анна уехала в деревню. Я хотел встать пораньше, попрощаться, но упустил ее. Может, она сбежала от тебя? Очень смешно. С тобой все в порядке? Оставьте нас наедине. Ваш брат Михаил Репнин участвовал в дуэли как секундант наследника трона. Да, Ваше Величество, но он очень сожалеет о своем поступке. Надеюсь. Он поставил под угрозу жизнь наследника. Я знаю. Наталья, он бросил тень на честное имя вашей семьи. Мне очень жаль, но вам нельзя больше оставаться при дворе. Но его императорское высочество вызвал на дуэль Корф, а не мой брат. Он был обязан доложить о случившемся. Наталья, вы знаете, что я люблю вас. Более того, я восхищаюсь силой вашего духа. У моего брата та же сила духа. Я знаю. Но отлучить от двора всех Репниных по желанию императора я не в силах что-либо изменить. Боюсь, что когда Репниным приходится выбирать между долгом и любовью, они всегда выбирают любовь. В этом наша сила. И слабость. Что-то с Андреем? С ним все хорошо, по крайней мере, насколько мне известно. Я же больше не фрейлина императрицы. Меня отлучили от двора. Как? Его Величество решили, что своим участием в этой дуэли вы, Михаил Саныч, опозорили фамилию Репниных. И нас больше не желают видеть при дворе. Сету? Но это несправедливо. Я, безусловно, виновен. Не смог отговорить Александра от этой дуэли, не донес императору, но это были мои ошибки. Ты тут ни при чем. Тебе следует сказать это его величеству. Ну, ты знаешь, пожалуй, я так и сделаю. Миша, нет! Я пошутила! Ольга!
Что вашему высочеству будет угодно. Ты с ума сошел, нас могут увидеть. Да пусть видят, надоело прятаться. Но если твой отец узнает? Да при чем здесь мой отец? При всем, Александр. Я так боюсь. Ничего не бойся. Я никому не дам тебя в обиду. Могу я взглянуть на эту записку? Туго затянула. Ничего, Елизавета Петровна, кавалеры любят тонкую талию, так что терпите. Какие кавалеры? Я замуж выхожу. Ослабь чуть-чуть. А замужним женщинам внимание намного важнее, чем девицам. Глупости говоришь. Замуж выходит, чтобы мужа любить, а не чтобы с другими кокетничать. Да ведь, коли ваш муж староват и скучноват, как же тогда без кавалеров? Ужасно ведь не то, что Андрей Платоныч стар. И пожилого человека можно полюбить всей душой. Ужасно то, что я кроме отвращения к нему ничего не испытываю. Лиза, смотри, какую я тебе шляпку принесла. Она очень подойдет к твоему платью. Ну зачем мне быть красивой для Забалуева? Жить с ненавистным мужем и стариться вместе с ним, ждать, пока он умрет. Маменька зря рожала меня для такой судьбы. А может, господин Забалуев не так уж и плох? Нет. Ты что наделала? Ты шляпку испортила. Так и хорошо. Может быть, он не станет жениться на мне ради испорченной шляпки. Ой, Даня, ослабь немножко. Я откажу тебе, когда врагом я так увлечена. Я воплощение ненавистной силы. Не кстати, по незнанию полюбила. Что могут обещать мне времена, когда врагом я так увлечена? Что могут обещать мне времена, когда врагом я так увлечена? Не ожидал тебя здесь увидеть. Почти святая. Шел бы ты подальше. Я вот смотрю на Давай нее расстаться мне с тобой. и гадаю, Как ручная птичка что ж щеголяет такого в особенного в глазах. этой крепостной, что ради нее вы готовы лишить наследства родного сына. Она сделала меня счастливым. Ей то дают взлететь на весь подвесок, то тащат вниз на шум. И вы полагаете, этого достаточно, чтобы переписать завещание в ее пользу? Полагаю, достаточно. Выманить обратно, но я в неволе. Кричать Признаться, я не надеюсь. Я не передумал, оставим эту тему. Воля ваша, отец. Воля ваша. Я откажу тебе в своей руке, чего не сделала бы своевольно. Конечно, я так сильно влюблена, что глупой должна тебе казаться, но я честнее многих недотрог, которые разыгрывают скромниц. Мне б следовало сдержаннее быть. Мне б следовало сдержаннее быть. Мне следовало сдержаннее быть. Великолепно. Я иногда так теряюсь. Немного нервничаешь. Да. Ты расстроилась из-за того, что опоздала вчера на прослушивание? Немного, но вы здоровы, дядюшка. А все остальное... Все будет хорошо,
К тому же Владимир приехал. Да, Владимир. Не будем о грустном. Готовься к спектаклю. Что могут дать мне времена, когда... Сударыня, так это вы писали? Прошу вас прийти завтра на наше обычное место. Никому не говорите. С любовью. А если бы вы знали, что записка от меня, вы бы пришли? Сударыня, вам стоит пальцем пошевелить, и сюда сбежится полк ваших поклонников. То есть вы не знаете, кто написал записку? Я думал, это не важно. Нет, важно. Вас просили прийти ко мне в комнату, и вы пришли, не зная наверняка, что вас ждет. Вы любитель приключений? Я думаю, что это скорее совпадение. Постойте. А если все же записка от меня? В таком случае хотелось бы знать, зачем вы меня сюда пригласили. Зачем? Я хотела поговорить с вами. О чем? Ведь этот почерк удивительно похож на мой. Княгиня, какой сюрприз. Вы пришли сказать моему отцу, что решили не отнимать у него поместье? Ваш отец пригласил нас на спектакль. Я надеюсь, сударь, вы не думаете отменить его приглашение? Отнюдь. Я буду рад провести этот вечер с вами и вашими дочерьми. К тому же, я полагаю, раз отец пригласил вас, значит, инцидент исчерпан. Ну, посмотрим. Стало быть, тяжба продолжается. Да. Сожалею, сожалею. Да, вот вам еще одна новость. Давеча состоялась помолвка моей дочери Елизаветы с Забалуевым Андреем Платоновичем, предводителем уездного дворянства. Мои искренние поздравления, княгиня, весьма рад за вас. За меня? Конечно. Насколько мне известно, господин Забалуев богатый, влиятельный человек. Его женитьба на вашей дочери – несомненная удача для вас. Поздравляю. Однако, я думала, что вы имели намерение жениться на Елизавете. Лиза ангел. Она заслуживает лучшего мужа, чем я. Не могу с вами не согласиться. Напрасно вы. Напрасно, Марья Алексеевна, так плохо обо мне думаете. Не хотите ли выпить за грядущую свадьбу здоровья молодых? Ну, если вы так настаиваете. Еще как настаиваю, Марья Алексеевна, еще как настаиваю. Что ты здесь делаешь? Я тебя уволил. Господин барон, я
Я не закончил дела. Какие дела? У тебя нет дел в моем поместье. Пошел вон отсюда, ворюга, если не хочешь, чтобы тебя арестовали за кражу. Иван Иванович, господин барон, а вы не забыли, что мне полагается расчет? Расчет? После всего содеянного ты имеешь наглость говорить о расчете? Тебе мало того, что ты у меня украл? Я ничего не крал. Убирайся немедленно из моего поместья, иначе я позову исправника и позабочусь о том, чтобы тебя не выпускали из тюрьмы как можно дольше. Воля ваша. Но будьте уверены, барин, ваши беды на этом не закончатся. Auf Wiedersehen, Герр Корф. Auf Wiedersehen, Herr Schuler. Сонечка, в этом наряде ты станешь сенсацией сегодняшнего вечера. От женихов не будет отбоя, будешь выбирать. Я сама буду выбирать? Или ты это сделаешь за меня? Ведь ты уже решил судьбу Лизы? Ты не все понимаешь, Сонечка. Ну продолжай, что же ты молчишь? Видишь ли, в браке главное любовь. Забалуев любит Лизу. К тому же он весьма достойный и богатый человек. Да она не будет счастлива с ним. Ты сам себя уговариваешь, что ничего страшного не происходит. А ты слишком молода, чтобы всех судить. Лиза будет счастлива с Забалуевым, вот увидишь. А если он будет обижать ее? Если хоть один волосок упадет с головы Лизы, Забалуев будет иметь дело со мной. Лизонька, ты прекрасна сегодня. Лиза, ты не разговариваешь со мной? Ты обещал, что я не выйду за Андрея Платоныча. Я не обещал. Я сказал, что отложу свадьбу до тех пор, пока ты не будешь готова. Значит, я не готова. Лиза, да ты никогда не будешь готова. Чем дольше ты будешь откладывать, тем труднее тебе будет выйти за него замуж. Боже мой, как я была глупа. Ждала его, надеялась на что-то. А он дрался на дуэли за честь другой женщины. Сонечка, ты была права. Владимир никогда меня не любил. Зато Андрей Платоныч тебя любит. Угу. Угу. Я скорее уйду в монастырь, чем буду жить с ним и рожать от него детей. Святой Отец, пожатие рук законно, пожатие рук естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, прикладываться надобности нет. Однако губы нам даны на что-то. Святой Отец, молитвы высылать. Так вот молитва. Дайте им работу. Склоните слух ко мне, Святая Мать. Я слух склоню, но двигаться не стану. Не надо наклоняться, сам достану. Да ты что? Аня, это нужно паролить. Ну давай считать, что в роли этого нет, хорошо? Как это так? Вот, смотри, здесь написано. Вот. После этого я говорю, вот с губ моих весь грех теперь и снят. А ты говоришь, зато мои впервые губы им покрылись. Без поцелуя нельзя. Ну, ты обязательно поцелуешь меня, но только на спектакле, ладно? Ну а зачем мы тогда репетируем? Ничего смешного нет. Давай попробуем еще раз. Давай. Святой Отец, пожатие рук законно. Пожатие рук естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, перекладываться надобности нет. Однако губы нам даны на что-то. Святой Отец, молитвы высылать. Так вот молитва. Дайте им работу. Склоните слух ко мне, Святая Мать. Я слух склоню, но двигаться не стану. Не надо наклоняться. Сам достану. Ты опять? Ну что ж... Аня! Что ты делаешь? Послушай, мы уже целый час репетируем одну и ту же сцену. Потому что никак не можешь меня поцеловать. Ну, как она играет? У них сцена не клеится. Не сомневаюсь, что ты бы сыграла гораздо лучше. Что уж и говорить. Никак попрощаться пришли? Не время прощаться. Шутите? Барин приказал на вас исправника натравить. Я имею на сей счет одну мысль. Что из остальных-то ваших идей получалось? Ой.
Если барон вас увидит, вам точно не сдобровать. Никакие мысли вам больше не помогут. Это моя мысль. Изменит очень многое. Только ни о чем пока не спрашивай. Кажется, я тоже кое-что придумала. Удачи тебе. И вам того же. Давай попробуем еще раз. Ну, давай еще раз. Ваше Величество, спасибо, что согласились встретиться со мной. Ваше Величество, я ему говорил, а он... Это слишком важно. Это касается моей сестры. Ваша сестра важнее, чем государственные дела? Для меня да, Ваше Величество. Вы знаете, что за подобную дерзость я могу отдать вас под арест? Воля ваша, арестовывайте. Но сначала позвольте мне просить вас вернуть мою сестру ко двору. Вы должны были защищать царевича. А вместо этого стали его секундантом. И вы хотите, чтобы я вернул вашу сестру ко двору? Ваше Величество, участие в дуэли было моей ошибкой. Моя сестра ни при чем. Вам следовало подумать об этом прежде, чем состоялась дуэль. Вы опозорили не только себя, но всю свою семью. Я готов принять смерть в наказание за свое преступление, государь. Но моя сестра невиновна. Вы обязаны были предвидеть это, что ваш поступок может отразиться на судьбе ваших близких. Государь! Наталья сделала все возможное, чтобы предотвратить дуэль. Ваше Величество, Наталья совершенно не замешана в этой истории. Мне так нужна она. Прошу вас, сир, будьте милосердны. Что ж, мадам, если эта фрейлина действительно дорога вам, пусть возвращается. Можете передать вашей сестре, что она восстановлена фрейлиной при императрице. Благодарю вас, государь. Благодарю вас, Ваше Величество. Стойте. Я не отпускал вас. Прошу прощения, Ваше Величество. Вы действительно желаете искупить свою вину за участие в дуэли? Несомненно. Тогда вы немедленно покинете Петербург. Отправляйтесь в этот уезд, откуда зачастили донесения о чиновничьих поборах и фальшивых документах. Как он называется? Двугорский уезд, Ваше Величество. Вот и отправляйтесь туда. Расследуйте, что там происходит, и извещайте меня о ходе дела. Я хочу узнать, кто из чиновников берет взятки и обворовывает казну. Государь, ваше милосердие не имеет границ. Вы увидите, я буду верой и правдой служить престолу. Лизонька, в какой монастырь? Это невозможно. Туда, где нет ни Забалуева, ни Корфа. Там мне будет хотя бы спокойнее. Да что за глупости, Лиза? Ты всегда засыпаешь во время проповеди. У тебя нет причин стать монахиней. Но у меня нет причин выходить замуж. Лучше я стану невестой нашего Спасителя. Да даже у него не хватило бы на тебя терпения. Прости, Господи. Все, пора ехать к Корфу. Спектакль отвлечет тебя от грустных мыслей. Ну, выступайте, а я возьму Татьяну и вас догоню. Мне нужно кое-что сделать. Лиза. Я не опоздаю. Честное слово. Если почерк ваш, значит, записку написали вы? Почерк, безусловно, женский. Во всяком случае, я пишу столь же аккуратно. Хотя вот эти завитушки тоже похожи на мои. Позвольте взглянуть поближе.
смотрю в окно и вспоминаю, как мы с тобой лепили снега ангелов. Моя дорогая Лиза, читайте стихи и всегда думай обо мне. С любовью, Владимир. Наташа, как славно, что ты здесь. А где же мне быть? Тебя не пустили в зимний? Напротив. Я разговаривал с государем и с государыней. Наташа, ты восстановлена при дворе. Это правда? Как то, что я здесь цел и невредим. Ну это же чудо. Миша, спасибо тебе. Кому ты писала? Андрею. Рассказала ему, как ты глуп, раз приказываешь царю вернуть меня ко двору. Я буду рад рассказать ему об этом лично. Я решил навестить Владимира в его имении. Он сосед с Андреем. Миша, зачем тебе сейчас видеть Владимира? Разве не он виновник наших неприятностей? Владимир мой друг. Из-за этого друга ты чуть не погиб. Так как наследник не сможет сопровождать меня, я сомневаюсь, что у Владимира будет еще один случай вызвать наследника на дуэль. Очень смешно. Я не попаду в переплет на этот раз. Обещаю. Может, не политический, а романтический. Продолжай. Ты едешь туда из-за Анны, так? Это плохо. Мой брат влюблен. Я не влюблен. Я почти ее не знаю. Ну не лги, Миша, я же рада за тебя. Я уже переживала, что мой брат евнух. Наталья Александровна, что вы знаете о евнухах? Достаточно, чтобы больше за вас не беспокоиться. Прошу вас, княгиня. Однако, я смотрю, гости уже собираются. Господин Забалуев, вы один. Где же ваша невеста? А я вот решил приехать пораньше, пожелать удачи барону. Поздравляю с помолвкой. Буду рад видеть вас сегодня вечером вместе с Елизаветой Петровной. Я только что поздравил Андрея Платоновича с помолвкой. Нам следует поднять бокалы за счастливую пару. Барон, вы все еще хотите, чтобы мы остались на представлении? Вы мои гости. Благодарю вас. Однако, если вы намерены упорствовать в том, что вы выплатили долг моему покойному супругу, то я вынуждена буду немедленно покинуть ваш дом. Я предлагаю на сегодня забыть о наших разногласиях в память о былой дружбе наших семей. Это было давно. Ну, давайте притворимся, что мы все еще друзья, хотя бы на этот вечер. Пусть будет так. Ну вот и славно. Пора поднять бокалы. Мадам, что вы предпочитаете? Бургундское шабли, а может, бренди? Пожалуй, бургундского. Мне тоже. Я, пожалуй, тоже выпью бургундского. Вам, отец? Бренди, как всегда.
Ивана Забалуева и его невесты, очаровательной Елизаветы Петровны. И за успех сегодняшнего спектакля, дрожащий Иван Иванович, за вас. Ваше Высочество, я вынуждена вас покинуть. До свидания, сударыня. До скорого свидания. Неужели фролина Нарышкина заняла место фролины Калиновской? Да. Ее поселили в ту же самую комнату, где жила Ольга. Я, Ваше Высочество, имею в виду место в вашем сердце. До слез. Как мне постоянно его сердце? Он меня уже забыл, как скоро. Может, ты не так поняла? Он любезничает с какой-то новой фрейлиной в моей комнате. Я уверена, он просто ждал тебя. Он ей так же улыбался, как раньше улыбался мне. Оля! Не стоит так убиваться из-за мужчины, даже если он наследник российского престола. Да. Ты права. Ну что ж, значит, меня здесь больше ничто не держит. Я выполню приказание императрицы. Я выйду замуж за Огинского и останусь жить в Польше. И будь что будет. Елизавета Петровна, ну сколько вас можно ждать? Уж спектакль начался. Простите, мне нужно было кое-что сделать. Меня не интересует, что вам нужно было. Вы должны делать то, что вам велят. Не надо ставить меня в неловкое положение. Прошу заметить вам, сударь, что вы мне пока что не муж. Поэтому извольте разговаривать со мной в другом тоне. Я буду разговаривать с вами в том тоне, которого вы заслуживаете. Тогда я с вами отказываюсь разговаривать. Не сметь меня трогать! Никогда! Лиза! Лизавета Петровна! У Капулетти, кроме Розалины, твоей зазнобы, будут на балу виднейшие красавицы Вероны. Пойдем туда. Когда ты их сравнишь с твоею Павой непредубежденно, она тебе покажется вороной. Пойдем на бал, но не на смотр собрания,
а ради той, что выше описания. Елизавета Петровна не приедет. Почему? Она плохо себя чувствует. С утра была здорова. Хотя, пожалуй, это к лучшему. Вы правы. К лучшему. Кормилица! Скорее! Где Джульетта? Клянусь былой невинностью, звала. Джульетта, где ты? Что за непоседа? Скорее! Куда ж девалась Ярочка моя? Что вы хотели? Тебя звала мамаша. Что вы хотели, матушка моя? Сближенье ваше сумраком объято, сквозь толщи туч не кажет солнце глаз. Пойдем, обсудим сообща утраты и обвиним или оправдаем вас. Но повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете. Что с вами? Папа, ты слышишь меня? Доктор Штерн. Доктор Штерн! Ради бога, быстрее!